Всем доброго времени суток, вы на канале Дача Лайф, и сегодня речь пойдет о таком удивительном растении, как мискантус гигантский. Я вам уже вот медленно показываю, насколько он у нас гигантский. Высота уже у нас превышает более 3 метров. Он просто даже наверху уже у нас образуются метелочки, уже не первый год. Это растение очень примечательно, заведено к нам из Африки, в общем-то, но прижилось. Семенами у нас практически не размножается, очень сложно. И красуется у нас оно, конечно, очень долго. Обычно это растение оставляют до весны и весной срезают. Но весной, когда мы его срезаем, уже как-то применить его практически невозможно. Мискантус обладает очень огромной теплоемкостью, то есть его дрова можно сравнить даже с дубом. И поэтому мы нашли его применение, в принципе, в качестве топлива. Конечно же, из него в Европе производят и посадки постоянно расширяются, различные вещи, вплоть до одноразовой посуды, бумаги и очень интересной там какой-то суперцеллюлозы. В общем-то, но мы в домашних условиях, конечно, это сделать не можем. У него очень твердый бамбукоподобный стебель. Я вам покажу его поближе. Вот такой вот стебелек. Почему бамбукоподобный? Он такими же вот, говорится, сегментами вот делится, да. И наружное вот это покрытие у него настолько прочное, конечно, удочку не сделаешь, но вообще резать его всегда очень-очень-очень сложно. Мы применяем вот эти вот палочки из бамбука, которые большие, из мискантуса, извините, для опор наших цветов, в частности роз. Да? Ну, как бы столько опор, как вы понимаете, вот куст разросся, нам уже не надо. Поэтому мы, в общем-то, занялись проблемой, как его утилизировать. Дело в том, что измельчать его очень сложно, но мы все равно измельчаем. Я для этого использую деревообрабатывающий станок, нож, измельчителя у нас нет. И мы получаем вот такую щепу. Чем примечательна щепа, потому это естественный гербицид. Он предотвращает рост сорняков и одновременно является уникальным удобрением. Уже доказано, что при мульчировании вот такой вот щепой яблонь у них рост и урожайность возрастает, в общем-то, в разы. Это доказанный научный факт. Поэтому, ну, если вы захотите измельчить, сразу скажу, видите, очень много говорится, таких щепок крупных. Это от чего? Он очень твердый. У него очень твердая поверхность. Даже срезать его, в принципе, это проблема. Для этого понадобится либо хороший секатор, либо старый наш просто серп. Иначе просто никак. Я вам покажу чуть попозже, как его резать. Еще один вариант использования. Мы его, в общем-то, срезаем, потом режем на длину дров нашей печки и связываем вот в такие пучки. Связывается он собственными листьями, скручиваю их просто между собой. Они очень прочные. Кстати, листья можно применять и для плетения каких-то кашпо декоративных, еще чего-то. Они прекрасно, в общем-то, все выдерживают. Но надо работать в перчатках, потому что можно порезаться. Немножко похоже на осаку. Очень такой у них край, такой ребристый. И вот такие вот пучки мы складываем вместе с дровами. Главное их высушить. И вместе со всеми дровами кидаем в печку. Чистым мискантусом, лучше не топить. В нем очень много целлюлозы, которая образует уголь. Он горит с очень-очень большой теплоотдачей, я говорю, равносильно дубу. Но, в общем-то, выделяет все. Тепла очень-очень много. Поэтому, но не советую только одним им топить. Ну, как альтернатива топливу, если вы понимаете, что вот наш вот такой вот куст огромный, да, это примерно полкуба дров, да. Полкуба дров, в общем-то, во-первых, стоит денег, а во-вторых, это целое дерево. Поэтому, спалив даже этот куст в печке, мы, в общем-то, из природы не берем дерево на отопление. Поэтому я считаю, что это хорошая очень альтернатива. Мы не можем применить его, в общем-то, еще как-то. Не знаю, может, если у вас возникнут какие-то интересные идеи, как можно использовать стволы вот эти вот бамбуковые, бамбукоподобные, точнее, либо использовать листья как-то, пишите в комментариях, может, у кого-то все это, в общем-то, по-другому. Сейчас я вам еще покажу, как он режется нашим русским серпом. Вот у нас есть два варианта инструмента срезания.
Да, это вот такой старинный серп. Ну и секатор. Сейчас покажем, как вам это дело. Для начала секатор. Чтобы срезать секатором, мы, естественно, тоже стараемся под 45 градусов на сантиметров 10 от поверхности. И режем эти стволы. Напрямую срезать сложно. Вот, огромные. Укладываем. Серпом тоже. Этот инструмент настолько классный. Они просто вот так вот режут. Он немножко такой идет со щеточкой, с пилочкой. Замечательно режет. Все мы вот так вот срезаем, укладываем, потом нарезаем. Большие стволы выбираем для подпорок, для наших растений, а маленькие используем для отопления. Поэтому, кому интересно, ставим лайки, обязательно пишем комментарии, может у кого-то какие-то еще применения, может кто-то научился что-то делать красивое, хорошее, полезное из этих стволиков. Всем ответим, все будем, как говорится, применять. Всем до новых встреч, не забываем ставить лайки, подписываться и, в общем-то, общаться на канале, потому что на канале у нас всегда много интересного. Смотрите старые ролики, будут новые. До новых встреч, до свидания.